Всем привет! Я Михайлов Алексей из AceRock. И в этом видео мы рассмотрим библиотеку Mocha MVVM, какие задачи она решает и как ей пользоваться на примере практической задачки. Так, библиотека Mocha MVVM у нас open-source, можно посмотреть ее исходный код на GitHub, посмотреть, как ей пользоваться в README. Она состоит из множества компонентов, то есть вот набор модулей. И начнем разбор с того, какую вообще задачу решает эта библиотека. Ну, из названия должно быть понятно, что библиотека дает техническую базу для реализации вашего приложения на основе паттерна MVVM. Вот. Если рассмотреть сам подход, то как у нас обычно в приложении есть, у нас есть view, у нас есть модель, и есть разные варианты взаимодействия этих двух несущностей, двух слоев, скажем так. То есть view — это наше представление, модель — это там бизнес-логика, всякие сущности и в принципе все, что под UI находится. Вот, а view-модель нам нужна для реализации взаимодействия view уровня и модели. Как это реализуется? Во-первых, появляется вот такая связь в две стороны. То есть у нас view взаимодействует с view-модуль, то есть она может сообщать view-модели какие-либо события типа юзер нажал на кнопку, юзер нажал на другую кнопку, да, и так далее. Вот. А также view получает в обратную сторону со стороны view модели уже оповещение о том, что на UI должно быть через механизм биндингов. Вот если мы посмотрим на взаимодействие view и view модели, то у нас должно быть view сообщает user action на некоторые view модели, а view модель предоставляет некоторые свойства для подписки view модели через механизм биндинга. View может подписаться на view модель через механизм биндингов. То есть view модель в автоматическом режиме, по сути, будет там сообщать через этот механизм о том, что что-то поменялось, и view будет автоматически обновляться. Это реализовано там на подходе Observable. Вот, чуть позже разберем. Ну а view модель, в свою очередь, она взаимодействует уже с моделью, может там синхронные вызовы какие-то делать, типа там получить данные там из локального хранилища там, или посчитать что-то. А может делать асинхронное взаимодействие, когда мы там сходим на сервак куда-нибудь, или у нас будет длительная какая-то вычислительная там задачка, и потом вернется результат, или даже подписки тоже, когда view-модель подписалась на изменение каких-то данных в базе данных, типа на список сущностей каких-то в базе данных, и при изменении этого списка в базе данных модель автоматически, там view-модель может оповещать. Но это уже взаимодействие view-модели и модели, которые там не сильно так является частью именно этого паттерна. Главная часть, что отличает MVVM там, от MVP, MVI и прочих, в том, что view-модель связана с view не напрямую, а через вот этот механизм биндингов. То есть сама view-модель, она не знает ничего про ее вьюху, кто к ней подписался, как вообще он выглядит. А view, она знает про view-модель все. То есть она знает, какие методы view может вызвать у view-модели, когда юзер там какую-то кнопку нажал. И она знает, на какие свойства можно подписаться через механизм биндингов. Механизм биндингов – это паттерн observable observer, то есть у нас есть некоторый, не обязательно так он и называется класс, но суть именно такая, что у нас есть observable, то есть тот, кого можно
слушать, от кого можно получать различные оповещения. Вот, типовой там вид его, если даже там Википедию открыть при желании, это как раз там возможность добавить к нему некоторого обсервера, удалить обсервер, да, и отправить само сообщение всем обсерверам, которые уже добавлены. То есть их там может быть множество. Ну, а обсервер — это простенький такой интерфейсик, в котором просто есть обработка пришедшего события. Вот. И получается у нас во view модели есть, например, пачка вот таких observable, и view содержит набор обсерверов, которые там применяют полученные данные к различным там вьюхам. Вот это если совсем так про концепт. Если уже ближе к реализации идти, то есть разные варианты реализации этого паттерна, то есть есть в RxSys Observable, есть в карутинах Flow, есть в Android Live Data, есть в iOS Observable Object в комбайне. Вот. Есть еще множество разных вариантов, которые тут не перечислены. Но суть как бы как раз в том, что мы можем добавить множество подписчиков, которые будут слушать изменения данных автоматически, и не надо будет ничего там дополнительно вызывать со стороны той же view модели. То есть если бы тут был презентер, например, то у него было бы тут вместо биндингов, тут был бы интерфейс view, и презентер бы в нужный момент говорил, типа, покажи прогресс-бар там какой-нибудь, сделай еще что-то. Вот. А view модель, она имеет механизм биндингов, она просто выставляет значение конкретному там свойству, типа виден ли прогресс-бар. И в автоматическом режиме уже через механизм Observable View узнает о том, что значение изменилось и меняет отображение этого прогресс-бара на UI. Вот, теперь перейдем уже к конкретно Mocha MVVM, что у нее вообще есть. У Mocha MVVM есть несколько там модулей, и нас будет сейчас интересовать модуль MVVM Core, представляющий базовые там вещи для реализации MVVM в мультиплатформе, и MVVM Live Data. То есть мы портировали андроидные Live Data в общий код, сделали мы это там года 3 назад уже, вот, и в тот момент еще нельзя было взять там карутиновский Stateflow, например, потому что его еще не было даже. Вот. И до сих пор пока с ним живем, но в дальнейшем собираемся перейти на карутиновский Stateflow как раз. Вот. Разбирать мы будем сегодня Core и Live Data, а остальное там пойдет на потом. Итак, начнем разбор. Ну, мы смотрим все это на примере нашего Mobile Mocha Boilerplate. И начнем разбор мы с выбора примера, на чем разбирать, да? А этот пример у нас возьмем именно форму авторизации простейшую. То есть нам нужна некоторая view-моделька, которая позволит пользователю ввести там логин, пароль. Если они не пустые, то можно будет нажать кнопку авторизоваться. Пока они пустые, кнопку авторизоваться нажать нельзя будет. Вот. Когда нажал кнопку авторизоваться, идет некоторый типа запрос в сеть, то есть какое-то ожидание. И в это время мы должны увидеть там прогресс-бар. Вот. А по итогу должны получить там либо ошибку, простым алертом, например, либо переход на следующий экран, где вот все успешно. Вот. Как же это мы можем реализовывать с Mocha MVVM? Во-первых, нам нужна view-модель. Назовем ее login view model. Вот. Наследуемся от view model класса. Как видим, он тут сразу у меня подставился, потому что в зависимостях у нас в Mocha Boilerplate сразу подключены MVVM Core, MVVM Live Data. Вот, еще там state есть, который нас сейчас не интересует. Вот эти зависимости, они через version каталог тут объявлены. Если посмотреть, что за MVVM Core, то это вот MVVM Core и MVVM Live Data. Вот такие артефакты у нас тут подключены. Вот.
мы объявили просто класс ViewModel. Зачем вообще нам именно наследоваться от ViewModel? Почему мы не можем взять и вот так, например, сделать, а тут уже внутри какие-то там свойства держать, да? То есть что нам дает вообще именно это наследование? Давайте провалимся внутрь и посмотрим. Наследование нам дает то, что это сейчас пример для iOS у нас отображен. Вот. Есть также пример для Android. Где у нас тут Android? Так, Android ViewModel. Вот у нас Android на ViewModel, например, она наследуется от класса ViewModel из Android Lifecycle. То есть все интеграции, которые есть у андроидного Jetpack, у Android Studio, там, ну, Studio нет с view-моделями интеграции, но у Jetpack библиотек есть интеграции с view-моделями андроидными. Вот. И за счет того, что мы наследовались от этого класса, в сути мы получаем поддержку всех тех механик, с которыми умеет работать view-модели андроидные, Android Jetpack. Вот, для iOS у нас просто там альтернативная реализация сразу сделана. Мы ее вот здесь, по сути, можем видеть. Вот он наш iOS. Он не наследуется ни от какой другой view-модели, но у него тоже есть вот этот метод onCleared, так же, как у Android. Вот, и в этом методе мы делаем очистку coroutine scope view-модели. То есть все запущенные запросы и какие-то, ну, в принципе, все карутины, какие были запущены во ViewModel Scope, будут отменены в момент вызова onCleared. Вот. То есть основная суть, почему стоит именно наследоваться от ViewModel, это возможность на Android иметь более сильную интеграцию с тем, что есть в Jetpack библиотеках. Вот, чуть позже там покажу, да даже сейчас, по сути, покажу. То есть у нас уже есть Classic ViewModel, да, и мы его должны уметь создавать со стороны платформ. Да? То есть вот мы берем платформу, например, Android для начала, создаем тут у нас какой-нибудь логин, пускай будет Activity. Вот. Говорим, что это appcompat activity. Там же есть у него конструктор, да? R, layout. Которого у нас пока нет. Лейаута такого. Сейчас там какой-нибудь... ну мы можем тут написать логин activity. И сказать, да, создай мне ресурс. Окей. Вот так. Есть у нас некоторые activity. Как мы можем получить view-модель? Если мы, например, сделаем метод наш onCreate, и мы пишем val viewModel равно прямо вот так. Логин viewModel создать. Что в таком случае будет? Если, например, в логин ViewModel есть некоторая там активность, ну, в смысле некоторый процесс, выполняющийся в виде там карутины, например, обращения к серваку, что ждем, пока запрос отработает и придет результат, да? Пока мы вот этот результат ждем, у нас может пересоздаться Activity, потому что там язык поменяли в системе или там поворот экрана сделали, без разницы. Какое-то изменение конфигурации произошло. Вот, у нас пересоздастся Activity, и новая Activity, она просто создаст себе новый класс логин ViewModel. И тот результат запроса, который у нас был ранее, он никак не применится. Вот. На iOS такой проблемы в принципе нет, потому что там view-контроллер мы создали, и он так и будет жить, хоть там поворачивай экран, хоть что делай, как бы изменение языка, оно перезапускает все приложения там, поэтому там не надо так заморачиваться, но вот на Android у нас есть такая механика,
которую нужно учитывать. И за счет того, что мы унаследовались от андроидного компонента ViewModel, мы можем использовать встроенный в Android механизм работы вот с Jetpack ViewModel'ами. То есть, например, мы можем получить ViewModel Store, да, как он там получается, если напрямую. Ну вот, ViewModel Store. Мы от него можем там... Него? Нет, него. Там надо, по-моему, ViewModel Provider. Вот. В который мы передаем Store и Factory. Да. ViewModel. Пускай нет, ViewModel Store будет. Это Owner нужен. Owner у нас вот. Так, и Factory, да? Factory. ViewModel Provider Factory. Так. Так. Вот уберем. Что тут вообще происходит? Мы создаем некоторые провайдер view модели, говорим, что владелец ViewModel Store это сама Activity, вот, и говорим, какая фабрика будет создавать нам эту view модель. Вот. В случае, если в Store не существует еще этой view модели. Так, там он типизированный, нет? Нет, не типизированный, поэтому надо это вот так, по-моему. ST. Вот. И мы хотим получить от этого провайдера класс Java. Вот такая вот конструкция у нас получается, которая нам выдает наш логин ViewModel. Но это уже за счет этой конструкции у нас логин ViewModel создается не всегда, а только тогда, когда мы первый раз зашли на экран. Вот. И тогда в Store еще нету никакой view-модели, подходящей нам, ну, именно вот по этому ключу, то есть по классу login ViewModel. И поэтому автоматически пойдет вызов Factory. Factory создаст нам новую view-модель, и эта новая view-модель сохранится в Store. И когда потом будет происходить поворот экрана, например, у нас из Store будет забираться эта view-модель. Вот. Для того, чтобы это было проще использовать, у нас есть в MockMVM вот такой вот extension get ViewModel, и мы просто говорим login ViewModel. Внутри он делает все то же самое, что я сейчас написал, но позволяет сделать это сильно проще. Вот. На iOS, как я сказал, уже там не надо запариваться с пересозданием экрана, поэтому там просто мы создаем класс login ViewModel и спокойно его используем. Объект, он будет вместе с view-контроллером постоянно держаться. Вот это то, что сейчас показал, это как раз причина, по которой для Android мы наследуемся именно от андроидной view-модели. И за счет этого у нас механика и onCleared тоже используется. То есть уже Android позаботится о том, чтобы в нужный момент, когда именно последний раз, именно окончательное уничтожение Activity идет, именно в этот момент он вызовет onCleared, который мы тоже можем переопределить, там что-то там дополнить, но главное, что там карутины все отменятся. На iOS же мы должны немного вручную это делать. И сейчас, например, это и сделаем. Для начала там скомпилим наш фреймворк, чтобы мы получили этот класс login ViewModel для iOS. Так, и откроем наш workspace.
задумался. Видимо, из-за того, что компиляция идет, он тут немного поднапрягся. Здесь все закроем. И посмотрим. Значит, нам нужен наш экранчик. Так. Сделаем нам экранчик. Логин view. Ой. Сорян. Swift файл. Логин view controller. Так, тут у нас все закончилось. Фреймворк есть у нас. Нам надо UIKit. Нам надо логин view controller. UI view controller. Так, и тут мы можем в viewDidLoad для начала объявим, что у нас вообще есть. Это view модель. Причем объявим это в виде аналога LateInit. Так, тут нам надо import multi-platform library. Login view model. Вот так. То есть у нас есть свойство класса login view model, которое имеет тип login view model, но не просто вот так вот объявляем, что требует в init методе проинициализировать это, а вот так. Таким образом late init по сути и объявляется в Swift. И мы при загрузке view сразу создаем view модель. Вот она у нас есть. Но метод onCleared у iOS, он автоматом, разумеется, не вызовется. Тут мы полностью сами контролируем нашу логику. Вот. И в какой момент жизненного цикла стоит это вызывать? Когда у нас наш view-контроллер двигается, даже не will, а did move to parent. Вот. И parent у нас является nil. То есть, когда наш view-контроллер уходит из иерархии view, тогда вызываем onCleared. Вот такая логика. Если ваш view-контроллер может отключаться от родительского и возвращаться обратно, то есть, например, он там в каком-нибудь контейнере работает, не знаю, там бар, например, да, там бар, не знаю, он именно подключает контроллер или он view hotsplit. Ну, короче, если вот логика вашего экрана, она там связана с подключением и отключением к паренту, то такой вариант не особо подойдет. Но по дефолту он как раз нормально подойдет. Так, двигаемся дальше. Вот у нас есть view-модель, мы ее научились подключать к BM-платформам, мы разобрали, зачем вообще нам наследование от класса viewModel, что нам это дает. Двигаемся дальше. Как я уже говорил, в паттерне MVVM view слушает изменения viewModel через механизм observable. Вот. У нас в MVVM, в Mocha MVVM реализовано это, используя LiveData. И объявим сейчас два поля для UI. Это логин и пароль. Логин. Это будет у нас Mutable LiveData. Строковая. И initial value будет пустая строка. Чтобы у нас в явном виде было понятно, какой тип. Сделаем вот так вот. И вот так. Password. Теперь рассмотрим, что это за Mutable LiveData, зачем нам вообще именно LiveData. Mutable LiveData в своем
интерфейсе публичном, если мы вот посмотрим на него, что имеет? Имеет изменяемое значение value, то есть мы можем в любой момент сочетать текущее значение и изменить его на любое другое. Имеет метод postValue для отложенного применения значения, если мы не на главном потоке. Если на, если не на главном. Если на главном, то изменение происходит сразу. Вот. И также от LiveData, от родительского класса, идет как раз вот методы addObserver, removeObserver, о чем вот как раз я вначале рассказывал. То есть это именно паттерн observable observer. Вот. То есть у нас есть сейчас со стороны view-модели два поля, логин и пароль, на которые платформы могут подписаться и в автоматическом режиме узнавать об изменениях логина или пароля. И в то же время они могут и изменять эти значения, потому что мы в публичный доступ выдали именно mutable LiveData. Вот. Если бы мы хотели не мутабельно, например, мы хотим объявить, что is login button enabled, то мы говорим, что это неизменяемая LiveData, то есть ее можно только читать и слушать ее изменения. Вот. И тут еще один плюс вот таких реактивных подходов с Observable Observer, который там с RX большей частью там пошел, в том, что мы можем на эти изменяемые значения подписаться и выдать там через маппинг некоторую свою логику. Например, здесь мы можем сказать, взять вот списком эти два поля, но только не их в чистом виде, а сказать, так, есть там у нас такое, у нас нет такого оператора, ну, значит, мы можем сделать вот так, логин, merge with у нас deprecated, и что-то забыл, на чем он deprecated. Так, использовать медиаторов. Ага. Тогда сейчас медиаторов, логин, пароль. И открываем лямбду. Тут у нас получается логин, password. Вот так. Да. Да. И вернуть мы должны наш булин. То есть мы возвращаем return. Ну, даже не return, тут не, это лямбда, можем не писать return, да. Логин is not blank и password is not blank. Таким образом мы написали, что вот, медиатор off означает, что мы берем обе эти LiveData, и при изменении любой из них мы вызываем вот эту лямбду, которая вычисляет нам значение и выдает уже как итоговая LiveData. То есть у нас будет всегда в isLoginButtonEnabled актуальное значение, высчитанное на основе двух LiveData. И оно будет отражать, надо ли нам активной кнопку держать логина или не надо. Так. Теперь осталось добавить по нашим изначальным требованиям, что нам нужно отображать прогресс авторизации. Ну, не прогресс, а типа то, что у нас идет сейчас запрос некоторый, нам надо подождать. Да? Для этого нам нужен некоторый лодер. Вот. И мы хотим показать его. Для этого нам надо объявить для начала приватную LiveData. Сейчас поясню почему. Так, is или in progress. Вот, это у нас будет мутабельная LiveData boolean равно mutable false. Вот. Внутри класса она именно мутабельная нам нужна, но снаружи нам надо на нее подписаться, чтобы отображать или не отображать прогресс-бар. И для этого мы просто вот прогресс и можем сделать вот так, чтобы у нас не создавалось отдельное поле, а был просто геттер публичный.
который позволяет нам обратиться к этому же самому полю mutable live data, да, но снаружи мы не будем знать, что это именно mutable, а вот внутри класса мы сможем это изменить. И объявим теперь у нас on login pressed. Вот здесь мы можем как раз запустить наш view model scope, там карутину какую-то. Вот, запускаем карутину, она автоматически именно на главном потоке выполняется. То есть ViewModel.Scope по умолчанию имеет диспатчер главного потока. Если нужно что-то там на фоновый поток, ну, в мультиплатформе редко надо там в явном виде самому утаскивать на фоновый поток, потому что Ктор, например, он автоматически в фоне все выполняет. Но если вдруг надо, то это либо здесь вот указывать сразу диспатчер какой-то, да, либо внутри виз, контекст, что-нибудь вот такое. Ладно, это отошел от темы. Вот, мы запускаем карутину нашу, мы говорим, что у нас сейчас происходит загрузка. Вот, поменяли на true. Далее мы, например, хотим, чтобы у нас было сейчас ожидание. Там 2 секунды пускай будет. Вот, потом уже in progress value false. Вот, пока вот так, то есть пока мы не разбираем кейс, когда нам надо там куда-то занавигироваться, да. Вот у нас сейчас там есть некоторая формочка, где есть логин, пароль, есть ожидание там прогресса, вот, и пока что у нас вот, например, is login button enabled, у нас кнопка будет активна, даже если у нас сейчас идет прогресс, ну, ожидание выполнения запроса. Вот, чтобы этого не было, мы можем, например, и это сюда добавить. In progress. И тут сказать in progress not. Вот. Пока не in progress, пока, ну, и если не пустые логин, пароль, то только тогда у нас будет кнопка активна. И если же нет, то она станет неактивной, у нас там будет in progress, например, true, или там эти пустые. Ну, короче, пофиг, это идем сейчас дальше, посмотрим, как оно работает. Для этого нам надо будет привязаться к платформам. Начнем, опять же, с Android. Вот у нас уже есть наша view-модель. Нам надо ее с чем-то связать. По сути, нам надо пару полей, и нам нужно кнопку. Да? Вот, делаем тут edit text на всю ширину по своей высоте. Еще один edit text на всю ширину по своей высоте. Так, тут у нас будет ID-шник password текст. Тут у нас будет логин. Так, и у нас нужна кнопка button. Тоже на всю ширину, wrap content. Вот. Скажем, что у нас логин button это. И нужен прогресс-бар еще. Прогресс-бар у нас будет просто там посреди экрана большой. Wrap content, ID, progress bar. Пускай будет так. Так, у нас тут constraint layout, поэтому сейчас быстренько настроим констрейнты. Вот, для начала, вот он, например, привязываем кверху, тебя привязываем так вот, вот, получилось. Button привязываем туда, progress bar привязываем к паренту. Это будет проще, наверное, сделать даже здесь. Так, где у нас тут это? Трансформы. Какая гадость? Вот. Так, так,
так и так. Почему ты start wires? Не туда привязался. Вот так вот. Так, margin нет. Так, start, top, bottom to bottom, end to end. Вот, теперь он отображается там, где надо, по центру. Button у нас будет с текстом логин. Экстракт, да. Так, и чего не хватает? Хинты, ладно, не для этого. Теперь у нас есть тут верстка, мы можем ее теперь привязать к нашей логике. Чтобы привязать к логике, сейчас мы простым способом через сгенерированное viewbinding, в Android есть viewbinding, специальная штука, вот она включается таким образом, генерируется на основе вот таких лейаутов специальный класс, в котором все поля, которые имеют ID-шник, они будут в этом классе как свойства. То есть мы можем сейчас valbinding равно login activity binding. Мы можем так inflate. По-моему, тут был другой еще способ, более простой. Ну ладно. Layout inflator. Вот, у нас получается такой вот классик binding. Чтобы на UI это все выставилось, у нас нужно вызвать выставление Content View. Вот. А чтобы привязать view модель к биндинг, к этим полям, вьюхам, нам что надо? Мы берем view модель, например, вот у нее логин. Вот. И mock MVVM, оно предоставляет набор extension методов к разным лайвдатам. Вот, например, для строковой лайвдаты есть вот такие два экстеншена. Bind two-way to edit text. Текст означает bind two-way, это типа двухсторонний, он только у мутабельных лайвдат бывает. То есть это и UI со своей стороны может изменить лайвдату, и он в то же время слушает изменения лайвдаты. To edit text — это к какой вьюхе мы хотим привязаться, к какому классу вьюх. Вот. И текст — это к какому атрибуту этой вьюхи мы хотим подвязаться. Вот. На Android нам надо передавать lifecycle owner, чтобы автоматически, когда вот как раз пересоздание activity происходит, вот эти вот все лайвдаты, они будут автоматически отписаны и не произойдет никаких утечек памяти, вот, потому что отписались, все классненько. Вот. Нам нужен здесь lifecycle owner, это у нас сама activity, и edit text. Edit text мы можем взять вот binding, login text. Вот, получили привязку. То же самое делаем с password. И далее у нас есть еще несколько полей. Да? У нас есть, во-первых, in progress, который мы хотим, чтобы работал так, что отображается progress-бар тогда, когда у нас in progress. Вот, то есть у нас есть такой вот метод bind to view. View — это, по сути, любая вьюха, да? Visible or gone — это означает, что если true, то у нас будет вьюха visible, если false, то gone. То есть она из иерархии вьюх прям исчезает. Она не влияет на другие вьюхи, которые от нее зависят, там, например, там, по расположению. А invisible, оно просто скрывает рендеринг. То есть ее не видно, но она влияет на другие view. Вот, нам тут gone подойдет, поэтому this binding progress bar. Вот. Будет false, у нас progress bar будет скрыт. И еще у нас есть isLogin button enabled. Вот мы хотим, чтобы у нас наша вьюха, которая кнопка логина, она была disablenута, когда false. Вот у нас есть bind to view enabled, is binding login button. Вот, остается у нас еще необходимость привязать
действие, логин button, set on click listener. Тут мы вызываем viewModel on login pressed. Вот. Таким образом мы все привязали. Мы можем, например, еще там выключать enable, disable там полей ввода, но это уже в реальных приложениях там будете делать, а здесь как бы пример, как в принципе этим пользоваться. Вот, этого достаточно. Мы сейчас можем запустить наше приложение и посмотреть, как оно работает. Эмулятор будет запускаться. Мы можем пойти и посмотреть на наш iOS-код, да. В iOS нам тоже надо еще сверстать все это. Для простоты сейчас, ну ладно, как бы сходу сделаем как полагается. Мы используем ксипки для верстки, поэтому вот берем, создаем view, даем ей название такое же, как у класса ViewController. Тогда у нас автоматический Xcode, когда там, ну не Xcode, а iOS, когда будет создавать класс login ViewController, он автоматом будет пытаться подгрузить ксипку с таким именем. И если найдет, то верстка именно из этой ксипки будет загружена. Файл owner у нас тут становится именно наш login ViewController. Вот. А его view, это корневая view, привязываем. Вот. И теперь мы аналогично с констрейнтами, как на Android, можем здесь, ну, точнее, на Android, как на iOS, это раньше констрейнты появились, можем накидать тут view. Вот у нас там будет для логина, вот у нас для пароля, вот у нас кнопка будет, и вот у нас прогресс-бар будет. Так, здесь мы, значит, привязываем кверху 16, 16, 16, шпоникс. Здесь тоже, тут 8, 16, 16, шпоникс. И кнопка наша. Тоже 8, 16, 16, шпоникс. Прогресс-бар мы делаем по центру. Тут уже не так, как на Android делается, что типа там со всех сторон, да, по нулю. А тут специально есть констрейнты, горизонтально и вертикально там отцентрировать. Вот он отцентрирован. Можем его там, по-моему, переключить даже на более большой. Во, чтоб слепые тоже видели типа меня. Так, далее button, логин. Вот, здесь у нас подсказку сделаем, например, логин. Здесь password. Вот, ну, в принципе, все, пофиг. И чтобы, ну, по аналогии, как вот у нас в Android есть viewbinding, да, здесь у нас есть привязка аутлетов. Вот, мы можем написать privat var логин text field, вот, и помечаем его ib outlet. То же самое с password. Также у нас будет, там можно, кстати, так вот. Вот так вот. Так, будет логин button, UI button, и у нас будет progress bar, UI activity индикатор view. Вот. Видим, что сейчас у нас пустые кругляшочки тут появились. Это потому, что нам надо привязать их к view. То есть у нас здесь вот файл owner, который имеет класс login view контроллера, он теперь показывает, что есть такие аутлеты. Вот у нас кнопка. Вот у нас login text field. Вот password text field. И вот progress bar. Вот. Далее у нас не хватает еще привязки одного экшена, потому что в iOS нельзя по лямбде задать для логин button там обработчик, ну, по умолчанию надо там хитрить. Вот, поэтому можно указать вот так.
action функция onLoginPressed, которая внутри там будет вызывать viewModel onLoginPressed, да. Сейчас мы не компилили еще под iOS наш Kotlin, поэтому тут не видно метода. Но этот логин, в нем мы видим, какие эвенты он умеет передавать, и нам нужен touch up inside. То есть, когда touch завершается, мы отпускаем палец внутри вьюхи, не снаружи. Вот мы цепляем к файловнеру, говорим, что метод onLoginPressed. Вот у нас отображается. Теперь все, что надо, мы привязали именно к классу. И дальше можем там уже привязывать это к нашей view-модели. Но вернемся к Android. Что у нас тут произошло? Нам надо логин activity, нам ее надо зарегать еще. Можем вот здесь, например, логин activity. Пускай запускается она. Так. Что там он разве не собрал ранее? По-моему, собрал. Крэшнулся, наверное, чем-то. Так. Что там было по ошибкам? Вот наше поле. Все, вот у нас логин баттон неактивно. Мы такие вводим сейчас TTT. И вот автоматически логин активизировался, хотя мы там никакие специальные там события от view-модели не шлем, да, мы просто изменили значение, причем реактивно оно обновилось, значение. Вот, теперь мы тыкаем логин, вот у нас progress бар, вот, кнопка логин у нас деактивировалась, как сказано там. То есть вот вся логика view-модели, она корректно отрабатывается. Теперь идем, делаем, чтобы у нас на iOS тоже это работало. Чтобы iOS увидел наш фреймворк актуальный, надо его опять собрать. Можем это делать через Android Studio, можем делать через консоль, можем делать через сам Xcode, там, попыткой скомпилировать проект. Вот. И там сейчас будем подключать наши лайв-даты к нашим вьюхам, которые мы там наверстали. Так. У нас скомпилилось. Теперь давай исчезнет тут. ViewModel onLoginPressed. Вот у нас появился этот метод. Далее мы можем вот здесь сразу прибиндить. Вот у нас ViewModel логин, да, это мутабельная лайвдата, и так же, как на Android, у нас есть вот такие вот методы. Но есть различия. То есть видим, что здесь есть еще помимо там двусторонний и прочее, еще название типа в начале. То есть bind bool, bind string. Вот. И мы видим, что хоть у нас live-data строковая, у нас почему-то предлагается bind bool, например, да. Ну, логично, что данные у нас там строковые, нельзя их как bool интерпретировать. Но это вот проблема стыка Kotlin и Swift. Мы ее с Mocha Swift там чуть позже еще решим, чтобы оно было четко по типам соотносилось. Вот, в принципе, оно решено, но тут пока не использую для этого простого примера. Вот. Эти вот свойства, по сути, позволяют тоже привязывать, и нам важно понимать именно, какой тип мы привязываем. То есть логин — это строковый тип, поэтому вот эти два метода нам доступны. Далее, к какому типу view мы привязываем? К текст-филду. Вот выбираем вот это. Логин текст-филд. Далее выбираем password. К password текст-филд. Еще у нас там есть in progress. Тут мы биндимся к to view hidden, да? Но важно понимать, что на iOS flag hidden, он при значении true скрывает элемент, когда на Android у нас там инвертированная логика, да, что типа если true, то visible. Вот, чтобы такого не было, мы тут можем сказать revert, то есть обратить значение и потом уже привязывать. Вот.
Далее логин button у нас там is login button enabled bind ball to control enabled. И тут у нас login button. То есть кнопка будет enabled только когда у нас тут true. Вот. Отправку события мы тоже сделали. Все привязали. Выглядит это очень похоже на то, что у нас сейчас там на андроиде, да. Вот, просто немного там со своими названиями для iOS уже и с iOS-ными типами. Вот. И теперь мы можем запустить, увидеть результат. Пока он там компилируется, мы вот тут вот можем видеть, как идет прогресс. Например, вот у нас мультиплатформ library там компилится. Сейчас Gradle дернулся, он там сейчас посмотрит, насколько актуален кэш, поймет, что кэш актуален, и пойдет выполнение дальше. Но вот эта вот проверка, она может занимать некоторое время. Вот у нас up to date, все хорошо. Шел дальше компилить. Сейчас там всякие поды накомпилятся. Поды накомпилились, но сказали под инсталл надо. Надо было им раньше говорить, что надо под инсталл. Под инсталл. Поды это там зависимости iOS-ные. Ну, вроде это там в более ранних выпусках и статьях на KMM и 40dev все это там было пояснено. У нас там Swift формат появился. Понятно. Так, повторно компилим. Сейчас оно быстренько должно подсобраться. Вот у нас теперь Gradle через Xcode пошустрее там конфигурацию свою прошел и отпустил нас. Вот сейчас мы даже достаточно быстро получим запуск симулятора. Угу. Тут у нас в бойлерплейте подключен Swift формат, который нам еще автоматически весь код там подправляет под код стайл правильный. Вот, этому не надо пугаться, если он там взял и чуть-чуть переписал ваш код. Ну, отформатировал там местами. Так, вот наш симулятор. И там немного у нас осталось, что надо разобрать. Совсем небольшой блок про коммуникацию именно view модели с view. Потому что, как вначале я описал задачу, нас надо, чтобы когда мы успешно авторизовались, то мы перешли на другой экран. А когда мы с ошибкой авторизовались, мы экран тут не показываем. Когда мы с ошибкой авторизовались, то у нас показалась там какая-то ошибка. Вот. Так, поменяем сейчас у нас отображение нашего view контроллера. Не будем отдавать это все, ну, или координатору отдадим, но у координатора скажем, что надо не вот эту вот непонятную бодягу, а нам нужен наш логин view контроллер. Вот, надо именно его запустить. То у нас тут... Что у нас тут? Зеленая фигня у нас тут должна быть. Вот, зеленая фигня. Сейчас появится у нас наша фигня. Не зеленая, а вот эта вот верстка. И мы убедимся, что все хорошо. Кстати, про верстку. Тут вот видно, что привязка идет к сейфаре. Это как раз зона, обезопасенная от скругленных углов этих безрамочных девайсов. Но мы всегда можем привязаться и к прям границам экрана при желании. Так, вот наше приложение. И вот мы можем вводить всякий текст. И вся логика отрабатывать так же. Тут не анимирован. Сейчас поправлю, чтобы красиво было. Все равно время и так уже кучу убил. Так, аниматинг. Компилим. Сейчас будет красивенько.
Скорее всего, сейчас Gradle там подтормаживает. А, нет, уже там до последних стадий дошло. Окей. Так. Пишем всякую фигню. Логин, вот у нас анимация, вот 2 секунды прошло, вот логин. И вот мы можем логиниться. Так, все, на этом идем дальше. Так, нам надо, чтобы наша view-модель могла в момент, когда у нас произошел там, например, успех входа, то мы переходим на следующий экран, там типа успех какой-то, да? Ну или можем показывать алерт, например, там все успешно. Вот, а если произошла ошибка, то какой-то текст ошибки. Вот, как это происходит? То есть, как мы видим, view-модель, она вообще ничего про view не знает. И она не должна знать. Как я уже ранее описывал, на андроиде несколько view могут уже смениться с одной и той же view-моделью. То есть Activity может там пересоздаться 5 раз там, и только потом уже убьется вместе с view-моделью. Вот, поэтому жесткой завязки там на конкретную Activity мы не можем, ну, на конкретную view. Как это обычно решают? Бывает, что делают специальный класс Single Live Data, ну, в Android это такой некоторый распространенный вариант, и там пишут, например, там некоторый там enum класс, например, там action или там event, вот, и там error и success, вот, ну, скорее не enum обычно, а sealed, вот, и тогда тут error это там data класс error с ошибкой самой, throwable, вот, а success, ну, это там просто типа там success, да, вот, что-нибудь такое делают, и со стороны UI уже слушают эту live дату, single live дату. Почему single? Потому что live дата, она она сохраняет состояние, то есть у нее значение сохраняется. И если там экран пересоздастся андроидный, да, он по новой считает текущее значение, увидит, что там опять, там success, да, и он повторно попытается сделать обработку этого success, что с событиями, разумеется, не нужно. То есть важно отличать там состояние, типа как вот у нас состояние там поля логин, password, там из in progress, там и из login button. Это все состояние, то есть они имеют некоторое текущее значение, вот, и можно слушать изменения этого значения. События, они не имеют текущего значения, то есть оно просто там произошло и должно быть обработано в какой-то момент один раз. Оно не должно там много раз обрабатываться. Вот. Поэтому делают там надстройку над лайв-датой, где делают искусственную там очистку текущего значения после того, как значение считали. Вот, но это там больше на костыли похоже. Вот, есть каналы, например, там в крутинах, которые позволяют как раз гарантировать единичное считывание. И их тоже могут использовать вот примерно с такими же sealed классами. Вот, но sealed классы со стороны iOS, они превращаются в некоторый там набор просто классов, и мы не можем там точно гарантировать со стороны iOS, что мы обработали все варианты событий. Вот, поэтому мы сделали немного другое. Мы сделали специальную там механику работы с интерфейсами, то есть мы со стороны view-модели можем написать интерфейс events listener. То есть мы описываем некоторого слушателя событий этой view-модели. И в нем прям прописываем, что нам надо road to success, например. Вот, и show error. Вот. Тут у нас какой-нибудь там текст. Прям вот в виде текста. Вот. То есть мы объявили, что есть некоторый листенер. Вьюха, по сути, и будет этим листенером. Ну, или кто-нибудь там где-то во владении этой вьюхи.
Вот. Но, как я уже сказал, мы не можем держать ссылку на Vue, потому что там утечки могут быть на Android, там пересоздание Vue и так далее, да. Вот. И чтобы работать с этими листенерами, мы добавили специально такую штуку. Так, она не приватная должна быть, Evans Dispatcher, которая типизируется как раз этим листенером. То есть со стороны платформы передается некоторый диспатчер, который там может быть сконфигурирован разными потоками, например, где слушать. Вот. И мы через этот event диспатчер можем передавать события. Почему мы это можем делать? Потому что вот когда мы пытаемся передать события, тут, по сути, мы не просто дергаем метод этого листенера, да, а мы это делаем в некоторой лямбде. Вот, например, route to success. Вот. И этот event диспатчер, он внутри себя. Он запоминает активный слушатель. Вот. Этот слушатель может меняться со стороны платформы. Вот. И если слушатель есть, то он его оповестит. Все, тут, например, да, если мы на том потоке, на котором мы должны быть, и слушатель есть, то мы там делаем оповещение. Если не на том потоке, то мы переходим на нужный поток и кидаем оповещение. А если слушателя нет, то это действие, оно добавляется в список. То есть там в той очередности, в котором действия были, они вот все добавляются. И как только слушатель появится, он получит все те уведомления, которые собиралась вьюха закинуть. То есть ни одно событие не будет пропущено, даже если в вьюхе на момент диспатча события не было. И они все будут доставлены ровно один раз. Не может доставлено оно быть несколько раз. Вот. Так. И получается, мы здесь в логике можем написать, например, если логин value у нас error, то мы будем там кидать некоторую ошибку. Типа routes, не route, show error. Invalid login. Вот, если же не error, то идем на success. В принципе, эта логика, конечно, там должна идти там от некоторого сервака, там через там репозиторий, use case, там прочее всего. Вот, ну, в нашем примере простенький вариант. Вот, то есть наша view-модель, она в случае, если там ей надо сказать в вьюхе, что что-то надо делать, именно событийное, она использует event dispatcher. Если view-модель там хочет изменить состояние вьюхи, то она использует live data. Надо четко это разграничивать. События, которые не имеют состояния, и именно сами состояния стоит. Вот, идем опять в наш Android. Что нам надо, чтобы использовать эту логику? Ну, во-первых, вот у нас засветилось, что в логин view модели теперь есть некоторый аргумент. Event dispatcher. Вот. Он создается у нас вот таким вот методом event dispatcher on main. Это один из вариантов. То есть, когда event dispatcher мы создаем с дефолтным экзекьютором на там, главном потоке. Мы можем обрабатывать и не на главном потоке. Вот. То есть всегда можно вызвать прям сам конструктор при желании. Ну, типовой use case то вот именно вот так. Вот. А далее мы должны подписаться на события этого диспатчера. Делается это вот таким образом. Yes. И можем тут тоже сказать yes. То есть мы скажем, что наша activity реализует этот интерфейс. Вот. Важно, что нельзя это делать где-нибудь вот здесь. То есть мы не можем вот так сказать, ну там, понятно, что оно не вот прям вот так, да, как-нибудь вот так. Так точно нельзя делать, потому что этот блок вызовется только в тот момент, когда первый раз view модель создана. То есть оно привязка сделается. Куда поехал? Привязка сделается только к первой activity, которая была создана. Если же activity пересоздана и логин ViewModels достали из стора, то вот этот блок у нас не вызывается, бинт у нас не вызывается, события мы больше не получаем.
Поэтому bind, он должен вызываться именно после получения view-модели. Вот уже из стора или там новая созданная, без разницы. Тут мы передаем lifecycle owner. Вот. Передаем мы его, потому что тут механика, как у LiveDat, тоже отрабатывает, что слушатель, которого мы передали, он будет подключен только когда в состоянии on resume находится наша activity или там фрагмент. Вот. И отключен, когда в on паузе. И вообще удален, когда в дестрой идет. Вот. Поэтому так оно работает. То есть вы события будете получать только с состояния resume. Вот когда вы там вон started, например, события не будут прилетать сюда. Они будут вставать в очередь. Вот. Ну и обработка событий. Тут мы, например, не знаю, давайте пока просто напишем log d mock road to success. Вот. А тут мы покажем там какой-нибудь alert диалог, да? Alert, диалог, builder. Что там, контекст надо? Is. Так, set, message, текст, set cancelable true, show. Вот. Сейчас мы покажем диалог наш. Давайте смотреть. То есть у нас за счет нашей логики, если мы введем текст error в логин, то у нас произойдет показ нашего алерта. Если мы введем что-то другое, то мы должны увидеть здесь в логкате сообщение о том, что надо куда-то идти. Смотрим на наш эмулятор, ждем сборку. Так, 33 секунды. Как это медленно бывает. Так. Мы видим экран. Мы вводим error. И тут какой-то текст. Т-т-т. Ждем. Тыдын. Невалидный логин. Говорит нам общая логика. Вот мы текст передали. Вот. Если у нас тут будет что-то чуть другое. Логин. И он нам говорит. Роути на success. Вот, все готовенько, как мы и хотели. И все это поддерживает корректно пересоздание Activity на андроиде, и очередность сохраняет, и контроль за там, доставкой есть. То есть все четенько из коробки. Так, сейчас у нас сбилдится под iOS. Мы там сможем увидеть наш Evans Listener интерфейс, который в iOS станет протоколом. И сможем подключиться к тем же самым событиям. У нас будет полный контроль. То есть за счет того, что вот мы интерфейс здесь можем поменять, да, у нас и на Android, и на iOS сразу там засветится ошибка, что типа, о, сорян, у тебя там нет какого-то метода, или у тебя там добавился дополнительный аргумент, например, да. То есть и iOS-ник, и Android-чик в любой момент там, при изменении общего кода, они точно будут знать, что им надо обновить поддержку со стороны платформы, что что-то изменилось. Так, вот у нас фреймворк собрался. Идем сюда. И получается... Так, это свернем нафиг. View, Model. Где там наша подсветка? Xcode, не тупи. Evans Dispatcher, вот он наш. Ну тут мы еще должны Evans Dispatcher. Evans Dispatcher, и мы можем сказать сразу Listener, например, да? Либо мы можем так же, как на Android сделали. Так, Evans Dispatcher, Listener равно self. Можно отложено, можно прямо здесь Listener передать. В принципе, суть одинаковая.
Просто если у вас нет возможности сразу listener отдать, то надо вот так делать, например, да? Мы обычно делаем вот так. Self. И нам надо сказать, что этот класс реализует этот протокол. Обычно это делается в Swift вот так. Нам нужен логин, viewModel, event listener. Вот так он выглядит. То есть вложенных классов интерфейсов со стороны Swift нет. Там вложенные классы есть, вложенные интерфейсы нет. Короче, там разница опять Kotlin и Swift. Вот. И он говорит, что в этом протоколе есть методы, реализуй. Вот мы реализовали, вот получили. Все красиво. При показе эррора нам надо alert контроллер равно UI, alert контроллер. Так, тайтла нет. Message, текст, preferred style, alert. Вот alert контроллер. Мы его сейчас present. Alert контроллер, true completion нас не интересует. Тын, 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 тын. Так, ну а тут так же, как мы делали на андроиде. Road to success. И компилим. Вот. В принципе, быстро добавили поддержку уже там событий, которые сделаны со стороны общей логики. Вот. Логика управляет поведением UI и на Android, и на iOS. Вот, а UI просто там делает, что ему скажут. Мы напишем тут error, текст. Так. Invalid логин. Только из-за того, что я не дал никакой кнопки, мы теперь ничего не можем сделать. Это action, UI, alert action. Ок. Style. Так. Брамотчик не нужен. Или style cancel надо, чтобы он закрывал. Не помню. Но может еще и третий раз придется запускать. Пока мы меняем только Swift часть, Kotlin там native не запускается для компиляции, и в принципе мы достаточно быстро компилим. Вот, а если там Kotlin часть поменять, то там уже подождать придется. Так. Окей. И мы меняем. Так. Road to success. Все работает. Все готово. Вот, мы разобрали, в принципе, весь базовый функционал нашей библиотеки Mocha MVVM. В дальнейшем отдельно еще рассмотрим остальные модули этой библиотеки. Там есть работа со стейтом, например, есть интеграция с дата-биндингом и более тесная интеграция с view-биндингом. Это будет смотреть детальнее. Вот, есть интеграция для Android с глайдом, чтобы там подключение к, показ изображений подгружаемых был легче делался. Вот. С материал библиотеками тоже есть. И есть некоторые возможности для тестирования. Вот. Это все мы посмотрим потом. Здесь сейчас, по сути, разобрана самая популярная там конструкция, которая там в наших проектах есть, когда вот там есть view-модель, ряд live-дат, есть event-диспатчер, как-то события там какие-то кидаются, стоит, меняется, вот это вот все. Вот. На этом, в принципе, все. Детальнее можно посмотреть по ссылкам в описании. Всем спасибо, всем пока.